Дорогие друзья, присоединяйтесь. Сегодня мы с вами будем вязать нежнейшую красивую ленту в технике ленточного кружева. Крючок 1,4. Пряжа в моем случае это 100% мерсеризованный хлопок 169 метров в 50 граммах. Вы можете взять буквально любую пряжу любого цвета. Начинаем выполнение нашей ленты с 5 воздушных петель. Выполняем. 1, 2, 3, 4, 5. Выполнили. Далее мы с вами выполняем арочку из 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. Накид на крючок, и я ввожу крючок в 6-ю петлю от крючка. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Выполняю столбик с накидом. Далее накид на крючок, и в эту же петлю выполняю еще один столбик с накидом. Далее воздушная, и в эту же петелечку еще 2 столбика с накидом. 1 и 2. Выполнили. Далее мы с вами продолжаем нашу работу. И я выполняю арочку из 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. Ввожу крючок в самую последнюю петлю, выполняю столбик без накида. Вот таким образом. Мой первый ряд тесьмы готов, и я могу приступить к выполнению второго ряда. Для этого я выполняю 3 воздушные. 1, 2, 3. И работу разворачиваю. Далее накид на крючок, и я под арочку буду провязывать 11 столбиков с накидом. И считаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И последний 11 столбик с накидом мы с вами провязываем под нашу арочку. Вот таким образом. Выполнили. Далее я выполняю накид на крючок, и под воздушную петлю выполняю первый столбик с накидом, второй, далее воздушная и еще 2 столбика. 1, 2. Мой второй ряд завершен, и я могу приступить к выполнению следующего третьего ряда. Мы с вами продолжаем нашу работу и начинаем выполнение нашего третьего ряда с 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. Работу разворачиваем, накид на крючок, ввожу крючок под воздушную, выполняю 2 столбика с накидом. 1, 2. Далее воздушная и опять 2 столбика с накидом сюда же. 1, 2. Выполнили. Далее мы с вами будем провязывать 11 столбиков с накидом и воздушная. Очень внимательно смотрите, я выполняю накид на крючок, и между столбиками буду провязывать мои столбики. Столбик с накидом и воздушная. И считаем. 11 раз мы так выполняем. Точнее 11 столбиков выполняем. Второй столбик и воздушная. Третий столбик и воздушная. Четвертый столбик и воздушная. Пятый столбик и воздушная. Шестой столбик и воздушная. Седьмой
и воздушная. Дальше 8 и воздушная. 9 и воздушная. 10 и воздушная. И последний 11 столбик. Между столбиком и вот воздушными петелечками мы провязываем. Наш с вами третий ряд готов. И мы можем приступить к выполнению следующего четвертого ряда. Четвертый ряд мы начинаем с выполнения 4 воздушных петель. 1, 2, 3, 4. Работу разворачиваем. Я выполняю накид на крючок. И теперь смотрите, очень важно, ввожу крючок под воздушную петелечку, вот первую, и выполняю столбик с накидом. Далее воздушная, накид и столбик с накидом под следующую воздушную. Мы с вами выполнили 2 столбика, всего должны выполнить 10. Считаем. Третий столбик, воздушная, 4 воздушная, 5 воздушная, 6 воздушная, 7 воздушная, да, 8 воздушная, 9 воздушная и последний 10 столбик под мою воздушную петелечку. Выполнили. Далее я выполняю опять же воздушную петлю и под воздушную петлю в предыдущем ряду выполняю первый столбик с накидом, второй, воздушная и еще 2 столбика. 1 и 2. Мы с вами выполнили наш четвертый ряд и можем приступить к выполнению пятого. Пятый ряд нашей тесьмы мы начинаем, как и ранее, с арочки из 5 воздушных. Выполняем 1, 2, 3, 4, 5. Работу разворачиваем. Накид. И как и ранее мы выполняем точно так же 2 столбика с накидом. 1, 2. Далее воздушная и 2 столбика с накидом. 1, 2. Далее очень внимательно я выполняю 2 воздушные, накид на крючок и выполняю, вот смотрите, эту воздушную пропускаю, под эту воздушную выполняю столбик с накидом. Всего я буду выполнять 10 таких столбиков и считаем. Между ними арочки из 2. Первый мы выполнили, далее считаем. Второй столбик, 2 воздушные. Третий, 2 воздушные. Четвертый, 2 воздушные. Пятый, 2 воздушные, 6, 2 воздушные, 7, 2 воздушные, 8, 2 воздушные, 9, 2 воздушные и последний 10 между столбиком и воздушными петелечками. Выполнили. Наш с вами пятый ряд готов. И мы можем приступить к выполнению шестого ряда. Шестой ряд мы начинаем с 4 воздушных петель. 1, 2,
3, 4. Работу разворачиваем. Накид на крючок. Ввожу крючок под арку. Выполняю столбик с накидом. Далее я буду выполнять арочки из 3 воздушных. И столбик с накидом под арочку из 2. Всего я должна выполнить 9 таких столбиков. 2 у меня уже готово, и далее выполняем. 1, 2, 3. Это 3-й столбик. Далее 1, 2, 3. Это 4-й столбик. 1, 2, 3 воздушные. Это 5-й. 1, 2, 3. 6-й. 1, 2, 3. 7-й. 1, 2, 3. 8-й. 1, 2, 3. 9-й. Мы с вами выполнили наш 9-й столбик. Очень внимательно эту арочку мы пропускаем. Далее выполняем 3 воздушные, накид, и я ввожу крючок под воздушную петлю. Выполняю, как и ранее, 2 столбика с накидом, воздушная, и 2 столбика с накидом. 1, 2. Все очень просто. Вот так красиво, аккуратненько у нас с вами получается. Мы с вами завершили выполнение 6-го ряда нашей ленты. Начинаем выполнение 7-го ряда с арочки из 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. Далее работу разворачиваем. Под воздушную петлю, как и ранее, мы с вами провязываем 1-й столбик и 2-й. Далее воздушная и 2 столбика опять. 1 и 2. Выполнили. Далее 1 воздушная, и под арочку из 3 мы с вами будем провязывать 3 столбика с накидом. Выполняем. 1, 2, 3. Далее воздушная, и под следующую арочку то же самое. 1, 2, 3. Так мы с вами должны выполнить 10 раз. То есть 1 воздушная, и 10 раз мы с вами под арочку должны выполнить по 3 столбика. 2 раза я выполнила, вам осталось выполнить самостоятельно еще 8 раз. Мы с вами завершили выполнение нашего 7-го ряда. Напоминаю, выполнили 10 раз по 3 столбика. Достаточно просто. И приступаем к выполнению 8-го ряда нашей тесьмы или ленты. У нас 8-й ряд — это арочки. Я выполняю 4 воздушные. 1, 2, 3, 4. Работу разворачиваю. Ввожу крючок под воздушную петелечку и выполняю столбик без накида. Итак, я вяжу арочки из 4 воздушных петель. Всего я выполняю 10 арочек. Первая готова. Далее 1, 2, 3, 4. Вторая арочка. 1, 2, 3, 4. Третья. 1, 2, 3, 4. Четвертая. 1, 2, 3, 4. Пятая. 1, 2, 3, 4. Шестая. 1, 2, 3, 4. Седьмая. 1, 2, 3, 4. Восьмая. 1, 2, 3, 4. 9.
И последняя 10-я арочка. 1, 2, 3, 4. Выполнили. Далее очень внимательно я выполняю 2 воздушные, то есть арочку из 2 воздушных. И, как и ранее, выполняю первый столбик, второй, воздушная, и сюда же 2 столбика. 1, 2. Выполнили. Мы с вами выполнили 8-й ряд и можем приступить к выполнению 9-го. 9-й ряд, как и раньше, мы с вами начинали с 5 воздушных, начинаем также. 1, 2, 3, 4, 5. Работу разворачиваем, накид и провязываем. 1 столбик, 2 воздушная и под эту же воздушную еще 2 столбика. 1 и 2. Выполнили. Далее мы с вами будем выполнять арочки из 5 воздушных. Сначала я выполняю 1, 2, 3 воздушные. Очень внимательно пропускаю арочку из 2. Под эту арочку из 4 воздушных ввожу крючок, выполняю столбик без накида. Далее у меня арочка из 5. 1, 2, 3, 4, 5. И, как я и сказала, будем выполнять арочки из 5. Всего у меня таких арочек должно быть 9. Первая готова. Далее считаем. 1, 2, 3, 4, 5. Вторая. 1, 2, 3, 4, 5. Третья. 1, 2, 3, 4, 5. Четвертая. 1, 2, 3, 4, 5. Пятая. 1, 2, 3, 4, 5. Шестая. 1, 2, 3, 4, 5. Седьмая. 1, 2, 3, 4, 5. Восьмая. И последняя 9-я арочка. 1, 2, 3, 4, 5. И столбик без накида. Мы с вами выполнили наш 9-й ряд. Видите? Вот так нежно, красиво, ажурно у нас с вами получается. И продолжим работу. И мы приступаем к выполнению 10-го ряда. Это тоже у нас с вами будут арочки из 5 воздушных. Мы выполняем 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Или арочку из 5. Работу разворачиваем. Под арку я ввожу крючок и выполняю столбик без накида. Всего у меня таких арочек должно получиться 10. Первая готова, я продолжаю работу. 1, 2, 3, 4, 5. Это вторая. 1, 2, 3, 4, 5. Это третья арочка. 1, 2, 3, 4, 5. Это четвертая. Далее. 1, 2, 3, 4, 5. Пятая. 1, 2, 3, 4, 5. Это шестая. 1, 2, 3, 4, 5. Седьмая. 1, 2, 3, 4, 5. Восьмая. 1, 2, 3, 4, 5. Девятая. И последняя 10-я арочка. 1, 2, 3, 4, 5. Под мои 3 петли.
или арочку из 3 воздушных. Выполнили. Далее я выполняю 1, 2, 3 воздушные и, как и ранее, выполняю первый столбик, второй, воздушная и 2 столбика. 1 и 2. Я останавливаюсь и хочу показать. Вот такой у нас с вами сегмент получился. Давайте вот так развернем его. У нас с вами готов первый сегмент нашей ленты. Всего у нас раппорт в высоту 10 рядов. Мы с вами выполнили 10 ряд. Далее я продолжу выполнять нашу тесьму. Принцип у нас будет абсолютно такой же повторяться. Единственное, я буду показывать, как крепятся ряды к нашим арочкам со 2 сегмента к 1. И, дорогие друзья, прежде чем продолжить нашу работу, мы с вами выполнили первый мотив. Он далее будет повторяться. Раппорт в высоту у нас 10 рядов. Единственное, обращаю ваше внимание, при повторении я провяжу 10 рядов и буду показывать, как будет крепиться наш следующий сегмент к нашему вот этому первому мотиву. То есть вот прикрепление в этом месте. Видите? Все остальное провязывание у нас с вами абсолютно точно такое же. И мы продолжим работу. Повторюсь, раппорт в высоту у нас 10 рядов. И мы продолжаем с вами работу. И в этом случае, я повторюсь, раппорт в высоту 10 рядов у нас. Мы с вами будем обращать особое внимание на прикрепление следующего сегмента к предыдущему. Что я делаю? Я выполняю арочку из 5. Здесь у нас все с вами будет неизменно. 1, 2, 3, 4, 5. Работу разворачиваю. Накид, и под воздушную петлю я выполняю 2 столбика, воздушную и 2 столбика. То есть все точно так же, как мы выполняли и ранее. Далее у нас с вами идет арочка из 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. Очень внимательно пропускаю вот эту арку и под следующую ввожу крючок, столбик без накида. Далее я выполняю 3 воздушные, работу разворачиваю. Под арочку, как и в этом случае, я буду провязывать 11 столбиков с накидом. И выполняем 1, 2 и так далее. Вы выполняете 11 столбиков с накидом и завершите ряд самостоятельно. То есть точно так же, как и в этом случае. Мы продолжаем нашу работу. И я показываю, как наш элемент или часть нашей ленты, да, присоединяется к нашему мотиву. Смотрите, мы с вами выполнили 11 ряд. Это у нас 12 я завершила выполнение. И теперь приступаю к выполнению 13 ряда. 13 ряд у нас свяжется точно так же, как мы выполняли с вами 3 ряд. Единственное, да, мы с вами опять же смотрим, как у нас будет присоединение идти. Я начну выполнение, вы продолжите самостоятельно. 1, 2, 3, 4, 5. Напоминаю, это 13 ряд. Накид. И выполняю первый столбик, второй, воздушная и 2 столбика. 1, 2. Далее накид. И мы между столбиками провязываем наши столбики с накидом. Помним, да?
столбик, воздушная, между столбиками, столбик, воздушная. И так выполняем до конца ряда. Я далее покажу, как крепится наш ряд к предыдущему мотиву. Мы с вами завершаем выполнение нашего 13 ряда. И хочу обратить ваше внимание, что запомнить очень легко. 13 ряд мы выполняем как третий, ну, то есть, соответственно, 12 как второй, 14 как четвертый. То есть очень легко запоминается. И мы так продолжаем с вами выполнять нашу ленту. Повторюсь, раппорт высоту у нас 10 рядов. После того, как мы выполнили столбик с накидом, под арочку я ввожу крючок и выполняю столбик без накида. Далее очень внимательно я выполняю арочку из 3 воздушных. Раз, два, три. Работу разворачиваю. Накид на крючок. И теперь под арку из воздушной я ввожу крючок и выполняю столбик с накидом. Далее мы с вами выполняем воздушную и под арочку выполняем столбик с накидом. Воздушная и столбик с накидом. Так мы с вами выполняем 10 наших столбиков с накидом. Обращаю ваше внимание, в предыдущем ряду у нас было 11 столбиков, здесь 10. И опять же, я повторюсь, это 14 ряд. Мы его выполняем как 4. Далее вы выполняете и завершите самостоятельно. Мы с вами завершили выполнение 14 ряда. Напоминаю, он выполняется как 4. 10 столбиков. Все очень просто. И приступаем к выполнению 15 ряда. Опять же, он выполняется как 5. И я единственное покажу вот присоединение. Я начну выполнение, вы продолжите самостоятельно. Раз, два, три, 4, 5. Работу разворачиваю. Напоминаю, мы с вами выполняем 15 ряд как 5. Раз, два, воздушная, 2 столбика, раз, два. Далее у нас с вами идут арочки из 2 воздушных. Ну, то есть точно так же, как мы выполняли в этом сегменте. 2 воздушные. Мы пропускаем первую арочку из 1 воздушной и в следующую вводим крючок и выполняем столбик с накидом. 2 воздушные и столбик с накидом. Всего у нас с вами должно получиться 10 таких столбиков, между ними арочки из 2 воздушных. Так вы выполняете. Напоминаю, это 15 ряд, вяжется как 5. До конца ряда я покажу, как мы крепимся. Мы завершаем выполнение 15 ряда, выполняется как 5. Далее, после того, как я выполнила столбик, я ввожу крючок под арочку. У нас выполняется столбик без накида. Очень внимательно. И приступаем к выполнению 16 ряда. Он выполняется как 6. Я выполняю 3 воздушные петли. Очень внимательно. Работу разворачиваю. Накид на крючок и под арку из 2 выполняю столбик с накидом. Далее между столбиками я буду выполнять арочку из 3 воздушных. И под арку выполняю столбик с накидом. Повторюсь, раз, два, три, столбик с накидом. Это у нас 16 ряд, выполняется как 6. Всего мы выполняем 9 столбиков, проверяем себя, и завершите вы его самостоятельно. Мы с вами завершили выполнение 16 ряда. Напоминаю, он выполняется как 6 ряд.
Проверяем себя. У нас должно получиться 9 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Выполнили все верно. И приступаем к выполнению 17 ряда. Он выполняется как 7. Я начну выполнение, вы продолжите самостоятельно. 1, 2, 3, 4, 5. Работу разворачиваем. Выполняем 1, 2, воздушная. 1, 2. И теперь вот смотрите наш 17 ряд. Ой, прошу прощения, 7 ряд. Он вяжется как 17. Да, вот наш 7 ряд. И теперь мы выполняем его точно так же. 1 воздушная. Под арку я ввожу крючок. 3 столбика с накидом. И повторю, это 17 ряд выполняется как 7. Далее вы продолжите выполнять самостоятельно. Мы с вами завершаем выполнение 17 ряда. Выполняется, повторюсь, как 7. Мы выполнили 10 раз по 3 столбика. Обязательно себя проверьте. И я акцентирую внимание на присоединении, да, к нашему предыдущему мотиву. Под арочку, обратите внимание, я не выполняю воздушную петлю. Под арочку ввожу крючок, столбик без накида. И приступаю к выполнению 18 ряда. Выполняется как 8. Это у меня будут арочки. Я выполняю арку из 4. 1, 2, 3, 4. И работу разворачиваю. Под воздушную ввожу крючок, столбик без накида. 1, 2, 3, 4. Под воздушную ввожу крючок, столбик без накида. И повторюсь, выполняется как 8 ряд. Далее вы выполняете самостоятельно. Мы с вами завершили самостоятельно выполнение 18 ряда. Напоминаю, он выполняется как 8. Обращаю ваше внимание, что у нас арочки из 4 воздушных и последняя арочка из 2 воздушных. И приступаем к выполнению 19 ряда. Он выполняется как 9. Я 1, 2, 3, 4, 5 выполняю арочку, работу разворачиваю, выполняю 1, 2, воздушная и 1, 2. Далее очень внимательно мы выполняем арочку из 3. 1, 2, 3. Пропускаем арочку из 2 и под следующую арку столбик без накида. Повторюсь, это 19 ряд выполняется как 9. Мы с вами в 9 ряду выполняли вот точно так же. Продолжаем работу. И далее у нас с вами идут арочки из 5 воздушных. Вот хорошо их видно. Мы выполняем 1, 2, 3, 4, 5 эти арочки до конца нашего ряда. Завершу выполнение ряда я вместе с вами и посмотрим, как происходит крепление. Мы с вами выполняем 19 ряд. Выполняется он как 9. И смотрите, я выполнила арочки из 5 воздушных. И теперь очень внимательно. Далее выполняю 2 воздушные. Ввожу крючок под арку, выполняю столбик без накида. И далее буду выполнять 20 ряд. То есть это последний ряд моего раппорта в высоту, именно вот этого второго сегмента. Повторюсь, раппорт в высоту 10 рядов. И я выполняю 1, 2, 3, 4, 5. Работу разворачиваю. И под арочку ввожу крючок, столбик без накида. Этот ряд 20 мы выполняем как 10. И выполняем наши 1, 2, 3, 4, 5 арочки из 5 воздушных. И выполняем так до конца нашего ряда, как выполняется
в 10 ряду. Завершите выполнение ряда вы самостоятельно. Мы с вами самостоятельно завершили выполнение 20 ряда. Напоминаю, он выполняется как 10. И не забываем, у нас с вами арочки из 5 воздушных и последняя арочка из 3 воздушных петелечек. Точно так же, как в 10 ряду. Просто себя проверяйте. Вот такая красивая нежная лента у нас получается. Напоминаю еще раз, раппорт высоту у нас с вами 10 рядов. И вот мы уже хорошо видим и знаем, да, как идет прикрепление нашего сегмента к предыдущему. И давайте я еще раз покажу. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Раппорт высоту у нас 10 рядов. Так мы с вами выполняем нашу нежную, красивую, ажурную, повторюсь, двустороннюю ленту на необходимую нам высоту. Мы с вами выполнили нашу ленту на необходимую нам длину. Обращаю ваше внимание, что вы можете остановиться буквально на любом этапе работы. Все зависит от вашего желания, ну и, естественно, необходимости. То есть останавливайтесь там, где вам нужно в процессе работы. И я завершаю, смотрите, я выполняю воздушную, ниточку я уже обрезала и хорошо-хорошо подтягиваю. Далее, поскольку у нас лента с вами двусторонняя, обращаю ваше внимание, что ниточки нужно убрать аккуратно вдоль полотна, так, чтобы не было видно как с одной, так и с другой стороны. То есть ниточки нужно убрать аккуратненько. Ну, я вдоль тесьмы обычно убираю. И посмотрим наш результат. Дорогие друзья, сегодня мы с вами научились вязать нежнейшую, потрясающую ленту. Лента у нас двусторонняя. Вяжется очень-очень просто. И вот такая красота получается. Можно выполнить полотно в технике ленточного кружева, используя эту ленту. А можно выполнить отделочку, да? Вот такую обвязку. Можно выполнить полностью полотно столбиками и выполнить при поперечном вязании вот такой край самого полотна. Обязательно пишите в комментариях, что у вас получилось, где вы планируете использовать такую красоту. Как вы видите, вяжется очень-очень просто. И повторюсь, лента у нас или тесьма двусторонняя. Не забывайте ставить лайки, писать в комментариях ваши отзывы. И отдельно огромное спасибо за то, что вяжете вместе со мной. До новых встреч и творческих вам успехов!